Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, на которой мы с вами готовим быстро, красиво и, конечно же, полезно. И вы все знаете, мои подписчики, что я очень люблю готовить, но я люблю готовить быстро. И также я не очень люблю есть одно и то же блюдо, например, там несколько раз, 3 раза. Я могу заморозить часть, чтобы это было приготовлено, я не знаю, там через месяц или когда можно достать и поесть. Или же, например, вчера мы делали курочку на гриле. Мы с удовольствием ее съели с салатиком, с каким-то гарниром полезным, но осталась часть курицы. И вот куриную грудку, например, я не люблю есть на второй день. Она, мне кажется, какая-то суховатая и так далее. И сегодня мы с вами сделаем другой рецепт из курочки, которая уже, как я сказала, вчера была приготовлена. Мы с вами сделаем, не поверите, пирожки с зеленым луком, с яйцом. И туда же мы добавим нашу курочку со вчера. И мы сделаем из этих ингредиентов чудесные, ленивые пирожки. Ну что, идемте готовить. Для сегодняшнего блюда нам с вами понадобится небольшая миска, в которой мы с вами будем вымешивать тесто, ложка деревянная, тоже, чтобы не так стучала, когда будем вымешивать, я ее взяла, и одна обыкновенная столовая ложка, чтобы мы выкладывали пирожки на нашу сковородочку. Лопатка для переворачивания наших пирожков в небольшое полотенце, ну и, конечно же, сковорода с крышкой. А из продуктов питания мы приготовили с вами масло для жарки, растительное, любое, какое вы любите, 2 небольших яйца, 40 грамм цельнозерновой муки, это где-то 4 столовые ложки, 2 небольших яйца, которые я сварила вкрутую и вот так меленько порезала, 150 грамм куриного вареного филе, 1 пучок зеленого лука, 150 миллилитров натурального йогурта. И вот я взяла такую соль, она уже с какими-то специями идет. Я не знаю, берите по вашему желанию и вкусу. Чайная ложечка разрыхлителя и чеснок, который тоже добавлен какие-то специи. Вот, пожалуй, все. И теперь давайте приступать к самому интересному процессу приготовления. Теперь начинаем готовить наши пирожки. Просто-напросто все ингредиенты мы объединяем в этой миске. Йогурт, теперь яйца, куриная грудка, зеленый лучок. Вот уже как цвета заиграли, смотрите, красиво. Муку. 2 сырых яйца и, конечно же, специи. Раз. Обязательно попробуйте, чтобы они не были очень солеными у вас, да? То есть по мере добавления или вымешивания теста обязательно попробуйте. Вот, и теперь мы должны с вами все это аккуратненько перемешать. И тесто у нас должно получиться такое, как на оладушки. Вот так выглядит наше тесто. Можно дать ему немножко постоять, пусть все ингредиенты войдут во взаимодействие. Можно сразу начинать выпекать пирожки. Теперь мы включаем сковородку и начинаем жарить наши пирожочки. Сковорода уже нагрелась, я снимаю крышку. Масло я уже тоже налила, как вы видите. И теперь ложечкой будем выкладывать наши будущие пирожки. Где-то по 1,5 ложки. Форму тоже сделаем такую, как пирожочки должны быть.
пахнуть уже у нас хорошо начинает. Хотя вот только первые выкладываю. У нас с вами получилось 2, 4, 6, 7. И 8 я доложу чуть позже, когда они немножко ужарятся. Теперь мы накрываем сковородку крышкой. И вот у меня на 8 будут они так потихонечку обжариваться. Они должны обжариться буквально пару минут. И затем мы с вами их перевернем на другую сторону. Все как обычно. Пирожочки уже подрумянились, самое время их перевернуть. Опс. Аккуратненько лопаточкой переворачиваем. И так делаем и с остальными пирожками. Накрываем крышечкой и обжариваем до конца, до готовности. Вот так выглядят наши пирожки. Смотрите, какие они красивые. Ой, зашкварчали. И видите, я добавила еще 8 пирожок сюда же, когда они ужарились, как я рассказывала. Вот. И буквально через пару минуточек мы перевернем последний пирожок. И все это выложим на тарелку. Ну, вот скоро я вам покажу наше готовое блюдо. Вот такие красивые пирожочки у нас с вами получились. 8 штук. Пахнут они неимоверно вкусно. Ну а какие они питательные и классные и вкусные. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Ну и как вам процесс приготовления? Все очень быстро и вкусно. Посмотрите, какие у нас получились пирожки. Я уже, конечно же, один откушала. Очень хорошо они пахнут. И эти пирожки можно кушать и на завтрак, кто хочет, и на ланч, на обед. Очень удобно давать детям в школу. Детям нравится это блюдо. Поверьте мне, я все пробую на своих членах семьи. И они очень даже с удовольствием эти пирожки едят. Еще также вы можете, если сейчас, к примеру, идете куда-то на пикник, супер хорошо, не ломается. Хорошо можно их положить в коробочку, в руке держать и кушать. Ну, очень-очень чудесно. Я поставлю, с вашего позволения. И вот смотрите, вот так они выглядят. Видите? Очень мягкие, не разваливаются, повторюсь, и изумительно просто пахнут. Так что, дорогие мои друзья, не бойтесь, экспериментируйте, готовьте полезную еду, которая очень и очень вкусная. И не бойтесь, что вы наберете какие-то лишние килограммы. Этого вам не видать. Почему? Потому что вы готовите вместе со мной все это полезное и вкусное. Худеть можно вкусно. Всем, кто этого желает, я к вам присоединяюсь и для вас буду готовить больше новых рецептов. Дорогие мои друзья, спасибо, что сегодня были со мной еще раз. Спасибо за ваши комментарии и за то, что вы у меня все есть. Будьте все здоровы, счастливы, любимы, стройные, молоды. До новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!